дорогие друзья! Сегодня готовим сосиски домашние, мраморные, свино-говяжьи. Приветствую всех подписчиков на моем канале Food Court. Рад всем гостям. Тема сосисек домашних всегда была актуальна в нашей семье. Именно с этого изделия когда-то я начал домашнее колбасирование. Хотя обычные такие домашние колбасы к какому-то празднику пару раз в год я, конечно, делал. Сегодня моим внукам уже 11-13 лет. И вот когда им было 2-4 года, они начали поедать сосиски. И я заинтересовался, а что же в составе этого мяса, тех сосисок, которые мы берем в магазине. И ту информацию, которую я получил в то время, привела меня в полный ужас. Мясо механической балки на 40%. Стабилизаторы, эмульгаторы, пищевые добавки, красители. Ну, в общем, я так понял, что мне нужно брать обычное мясо на рынке и кормить своих внуков какой-то нормальной здоровой едой. Вот как-то примерно так все это началось. Поэтому сосиски своими руками для меня это не новинка. И сегодня я хочу поделиться с вами одним очень интересным рецептом. У меня на канале уже есть рецепт куриных сосисок сливочных. А сегодня я буду готовить свино-говяжьи сосиски мраморные. Сразу хочу предупредить, что в составе этих сосисок нет сала, нет свиного шпика. Я добавлю один очень интересный секретный ингредиент. И для тех из вас, кто досмотрит это видео до конца, станет понятно, откуда взялась эта мраморность. Рецептов сосисек огромное множество, я еще буду к этому возвращаться неоднократно, ну а теперь давайте готовить. Фарш на сосиски, свинина и говядина, куплено в магазине, перекручено 50 на 50. Вот теперь мы его заморозим и будем перекручивать еще 2 раза на решетке 3 мм и 1,5 мм. Будем делать эмульсию. Вот так вот. Толщиной примерно 1,5 сантиметра. Замораживаем до 0 градусов и перекручиваем на мясорубке 3 мм. Теперь отправляем это все в морозилку. Итак, прошло пару часов. Мясо хорошо подморозилось. Сейчас я вскрою эти пакетики и нарежу пластинами, такими полосками, как раз под приемник фарша в мясорубку. А примерно так 1,5-2 сантиметра. Так хорошо, оно подмерзло, отлично. В этой ситуации нам не просто необходимо то, чтобы фарш был не раздавлен между ножом и решеткой мясорубки, а чтобы он именно перемололся. Поэтому подмороженный фарш — это идеальная ситуация здесь. Ну и не устаю повторять то, что все процессы, связанные с подготовкой и составлением фарша, должны проходить при максимально низкой температуре. В идеале она не должна превышать там 4-6 градусов. Вот такие вот заготовки для мясорубки я сделал. Сейчас я разрежу вторую упаковку и начну это все перемалывать на мясорубке. Ну вот как-то так готово. Решетка с диаметром отверстия 3 мм. Ну, погнали. Ну вот так в ускоренном режиме. С этим все понятно и просто. Так, очень все хорошо прокрутилось. Я так думаю, что одного раза будет достаточно, и планетарный миксер сделает свое дело, я получу эмульсию. Так, теперь вносим подсолнечную смесь.
Для этого рецепта я взял соль из расчета 18 грамм на 1 килограмм фарша. Пополам нитритная с содержанием нитрита натрия 0,6% и обычная поваренная соль. Ну и также из расчета на 1 килограмм фарша я взял 1 грамм сахара, фосфат пищевой для удержания влаги 2,5 грамма, аскорбат антикислитель жира полграмма, перец черный молотый 1 грамм, перец белый молотый 1 грамм, мускат орех молотый полграмма, кардамон полграмма. Я взял имбирь полграмма на килограмм. И у меня еще будет один секретный ингредиент, о котором я скажу в конце. Теперь это все тщательно необходимо вымесить, так более-менее равномерно распределить соль и специи в самом фарше. Ну а потом я буду запускать планетарный миксер и буду выбивать из этого всего эмульсию. Я переместил фарш уже с солью и специями в чашу планетарного миксера. Вот беру такую насадку. Это мой обычный тестомес. У меня на канале есть сейчас уже обзор видео домашних приспособлений, устройств, бытовой техники, которые я использую для приготовления колбас и мясных изделий в домашних условиях. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, и вы можете перейти и посмотреть это видео более подробно. На этом этапе я добавляю ледяную воду. Воду добавляю из расчета 10% на вес мяса. И постепенно запуская на небольших оборотах, я начинаю вместе с водой, с ледяной водой именно, для того, чтобы не повышалась температура в процессе вымешивания, чтобы она у меня была в пределах допустимых норм, нам не выше 8 градусов. Постепенно буду вымешивать, теперь добавляя воду и буду делать эмульсию. Такой домашний тестомес, планетарный миксер, конечно, очень помогает в работе, высвобождает много времени и экономит силы и энергию. Поэтому вот так вот за где-то 5-10 минут, добавляя ледяную воду частями, у меня произойдет процесс формирования колбасной эмульсии. Конечно, я не получаю в домашних условиях на таких устройствах того качества, которое получают на производстве, используя промышленные кутеры, но тем не менее этого вполне достаточно для того, чтобы получить сосиски, сардельки, вареные колбасы вполне достойного качества. Для того, чтобы приготовить в домашних условиях колбасную эмульсию вот этой нужной консистенции, можно использовать не обязательно вот такие вот тестомесы, планетарные миксеры. Есть домашние блендеры, достаточно вместительные, большой мощностью, какие-то ручные миксеры. Вот посмотрите, какой результат я получил. Перекрутив один раз фарш на решетке с отверстием диаметром 3 мм и выбив его в течение 10-12 минут в планетарном миксере, вот такого качества вполне будет достаточно. Структура сосисок будет однородная, консистенция будет плотная. Это то, что необходимо мне было получить. Ну и теперь контроль температуры. Это критически важный момент для того, чтобы не получить в результате тепловой обработки бульонно-жировой отек. Есть три причины получения бульонно-жировых отеков при изготовлении вареных колбас. Это качество сырья, это нарушение температурного режима при составлении фарша и нарушение температурного режима тепловой обработки. Вот, в принципе, все. Если вы не уверены в качестве вашего мяса, можно постраховаться, используя пищевой фосфат, который будет удерживать влагу. Вот, в принципе, такие советы и рекомендации.
Вот смотрите, температура у меня эмульсии уже ниже 8 градусов, то есть она в пределах нормы. Я думаю, что ее можно уже перемещать в колбасный шприц и готовить к набивке колбасную оболочку. Но перед этим я внесу в эмульсию еще один очень прикольный ингредиент для того, чтобы получить мраморный рисунок этих сосисок. И что это за ингредиент, вы узнаете в конце этого ролика. Продолжаем. У меня ровно 3 килограмма колбасной эмульсии, которая в принципе уже готова для того, чтобы набивать ее в колбасную оболочку. И я ее разделил пополам. Вот так принципиально, по 1,5 килограмма, 2 части. И сейчас я в качестве эксперимента в одной из частей добавлю наполнитель, для того, чтобы получить такой вот мраморный рисунок. Вот так вот захотелось мне сегодня почудить, немножко и поэкспериментировать. Вот такой себе пищевой мрамор, вот в замороженном виде. Это точно не сало. Я знаю, что часто используется сыр твердый в сосисках, но вот почему-то мне это не заходит, это не мой вкус. Поэтому я так вот, недолго думая, решил сделать такой небольшой экспромт и попробовать, как будут выглядеть мои сосиски вот именно с таким мраморным наполнителем. В одну часть я вмешаю этот наполнитель, а вторая часть у меня будет обычная, стандартная, классическая. Заправил я свой колбасный шприц. У меня вертикальный 5-литровый. В качестве оболочки буду использовать полимерную оболочку для сосисок, диаметр 19 мм. Это стандартный вариант для такого изделия. Полимер очень прочный, с ним очень удобно работать. В такой вот гофрированной упаковке на цевку можно надеть примерно там до 2 метров. Вот, так что я сейчас в ускоренном варианте набью первую и вторую часть эмульсии. Ну и потом покажу вам немножко, что я делаю с перевязкой. Вот именно для этого я оставляю вот такие вот длинные хвостики, там, примерно 10 сантиметров. Ну, поехали. В оболочку я не набиваю эмульсию слишком плотно, поскольку уплотнять я буду еще именно при перевязке и формировании самих сосисок. Как перевязывать сосиски троечкой бананчиком, я вам показал в прошлом видео, когда делал сосиски куриные. Сейчас я вам покажу еще более простой способ, простой двоечкой, так чтобы сосиски не раскручивались и их было удобнее подвергать тепловой обработке. Посмотрите, как это все просто. Нахожу середину отрезка длиной примерно 15 сантиметров. Скручиваю первые 2 сосиски, потом продергиваю один конец между этими сосисками и фиксирую таким образом, чтобы уже никогда не раскрутились эти сосиски после вязки. Вот так вот перекручивая в ускоренном режиме, посмотрите. Просто делается одна скрутка, одна петля, и в принципе все, сосиски зафиксированы. Этот способ вязки очень простой, доступный, эффективный и позволяет быстро и легко справиться с этой задачей. Ну а теперь, упаковав все в оболочку, можно переходить к водным процедурам. Тепловую обработку буду проводить в су-вид. Обычный пластиковый контейнер, где-то вода температурой 45 градусов, 46. Выставляю на ротационном кипятильнике температуру готовности 68 градусов и время час 30 минут. Чуть-чуть притоплю сосиски в воде, для того, чтобы они не всплывали. Ну и через 1,5 часа мы получаем готовый продукт. Если у вас нет такого ротационного кипятильника, эту операцию можно легко провести в воде в обычной кастрюле, нагрев ее до температуры 80 градусов и выдержав там сосиски порядка часа.
То есть они достигнут температуры 68 градусов, 70 градусов внутри и получат состояние полной готовности. После завершения тепловой обработки я переместил сосиски в раковину с холодной водой, добавляю туда еще заранее подготовленный лед. Задача максимально быстро сбросить температуру ниже критических 27 градусов. Такая процедура резкого охлаждения называется душеванием. Это позволяет увеличить срок годности продукции. После резкого охлаждения сосиски у меня провели ночь в холодильнике на стабилизации. И вот посмотрите готовый результат. Ну что я вам скажу. Качеством визуально я доволен. Сосиски упругие, такие плотные. Ну и прорисовывается мой секретный мраморный ингредиент. Сейчас мы это дело вскроем и будем пробовать. Прежде чем пробовать сосиски, они провели у меня ночь в холодильнике при температуре там 4-6 градусов. Их необходимо разогреть, чтобы насладиться настоящим вкусом. Их ни в коем случае нельзя кипятить. Просто необходимо залить кипятком, горячей водой, там 90-100 градусов, буквально на пару минут. Этого достаточно, чтобы сосиски отеплились и приобрели вот тот аромат свежести. Ну что, друзья, давайте будем препарировать. Я как тот патологоанатом. Я люблю такие моменты, они приятные. Полимерная оболочка снимается прекрасно, но другого от нее и не стоило ждать. Вот такая красота. Вполне прекрасное изделие у меня получилось в результате. Ну что, давайте его разрежем. Ну вот как-то так. Смотрите, какая упругая консистенция. Эмульсия получилась ровная, плотная. Схомячу кусочек. Да, вкус, аромат, сочность просто зашкаливает. Вот эти вот кусочки мрамора. Сейчас я еще раз отрежу, продегустирую. Прекрасный аромат. Свино-говяжьи сосиски — это, конечно, классика жанра. Очень хорошо раскрылись специи, такой прямо легкий привкус. Ну что, друзья, предлагаю вам в комментарии написать, что же таки я использовал в качестве мраморного наполнителя. Это точно не сыр, и это точно не сало. Пишите, друзья, в комментариях, а я еще подержу немножко паузу. Ну и потом, конечно, я поделюсь с вами этим секретом. Итак, дорогие друзья, я на этом закончу повествование. Рад был сегодня поделиться с вами этим рецептом. Если вам понравилось это видео, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик, оставайтесь на фудкорте. Будет много вкусных и интересных рецептов.